Для этого любимого вкуснейшего блюда нам понадобится 2 луковицы. Для удобства лук сперва нарезаем произвольно. Это блюдо без преувеличения действительно любят все, едят все с большим удовольствием. А вот готовят его дома не все, так как это занимает много времени, много труда. Я покажу, как сделать все очень просто и быстро. Измельченный лук помещаем в какую-нибудь глубокую посуду. Наливаем сюда 2 столовых ложки воды. А дальше этот лук просто перебьем блендером. Получается такая вот луковая кашица. Конечно, можно было бы в принципе просто мелко порезать лук, но вот если превратить его именно в пюре, то фарш, будущий фарш в дальнейшем, будет нежнее и сочнее. Теперь к этому луку добавим любой фарш, какой у вас есть. У меня это 700 граммов свинины с говядиной. Дальше я беру пол-пучка укропа. Он сюда очень хорошо подходит. Укроп нарезаем как можно мельче. В фарш я добавлю только половину этого укропа. Вторая половина нужна для подачи блюда. Соли в фарш добавляем по своему вкусу. Я кладу 3/4 чайной ложки. И также по вкусу добавим черный молотый перец. У меня это примерно 1/4 чайной ложки. А теперь этот фарш очень хорошо вымешаем. Аромат очень аппетитный, просто замечательный. Все получится очень-очень вкусно. Дальше я намочу руки в воде и буду лепить небольшие шарики. Руки смачиваю в воде не только для того, чтобы фарш не прилипал к рукам, но и чтобы сами эти шарики были немного увлажненные. Ну вот, у нас получилась целая такая большая команда мясных шариков. 100 штук. Дальше я беру стакан муки, может быть понадобится даже больше, и высыпаю в такой пластиковый лоточек. Во второй лоточек выливаю 2 яйца. К ним наливаю пару столовых ложек воды и такую приличную щепотку соли. Яйца хорошо разболтаем с водой и солью. Теперь я беру несколько мясных шариков и сюда буквально бросаю в муку. Теперь эти шарики нужно просто обвалять в муке. Это удобно сделать при помощи вилки. Или же можно поступить еще проще, накрыть крышкой и вот так вот обкатать. Затем шарики бросаем в яичную массу. Намочим. И опять бросим в муку. Опять обваляем шарики в муке. И снова бросим в яйца с водой. В общем-то, схема очень простая. Мука, яйца, мука, яйца, мука. После последней, третьей обвалки в муке, мясные шарики или уже пельмешки кладем на место. Получается, за каждый такой подход я делаю 10-12 пельменей одновременно. Видите, как все получается просто и очень быстро. Ну вот, все подготовили. Выход продукта получается очень большой. Как я уже сказала, 100 пельменей. Готовить их все сразу я не буду, а часть отправлю на заморозку. Это очень удобно, приготовлю позже. А остальные сейчас сварю.
в воду, в которой буду варить пельмени, добавляю пару лавровых листов и пару горошин душистого перца. А также я, конечно, воду посолю. Наши ленивые пельмени будем бросать в кипящую воду. После того, как пельмени всплывут, мы их будем варить 4-5 минут. Я надеюсь, что этот рецепт порадует всех любителей покушать вкусные домашние пельмени. Их можно подавать как второе блюдо без бульона и как суп с бульоном. Если рецепт был вам интересен, готовьте на здоровье и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы также видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и делитесь рецептом с друзьями. Добавим обязательно укроп, который нарезали в начале. А также обязательно положим кусочек сливочного масла. И, конечно же, я покажу вам, как выглядит самый ленивый пельмень в разрезе. Вот так. В общем-то, напоминает самые обычные пельмени, только гораздо вкуснее. Тесто на яйцах и самый вкусный домашний фарш. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья. И, конечно же, мы с вами увидимся в следующем вкусном видео.